Для проверки вот таких регуляторов напряжения нам понадобится автомобильный аккумулятор с зарядом около 12 вольт. Лучше убедиться в этом с помощью мультиметра. Пара проводков, красный и черный. Маломощная лампочка. Можно взять из габаритов, поворотов или стоп-сигналов. Но ни в коем случае не с главного света, так как можно угробить исправный регулятор. Зажим типа крокодил исключительно для удобства. Ну и пару пальчиковых батареек, но лучше 3, естественно живых. Начнем, пожалуй, с этого. Предварительно проверим нашу контрольку. Подключаем 15-ю клемму регулятора к плюсовой клемме аккумулятора. В автомобиле на 15-м выводе регулятора должен появляться плюс после включения зажигания. Скручиваем один вывод лампочки со вторым проводником черного цвета и подключаем эту скрутку к корпусу регулятора. Оставшийся вывод лампочки подключаем к 67-му выводу регулятора. Убедившись, что все подключено верно, касаемся черным проводом минусовой клеммы аккумулятора. На индикаторы внимания можно не обращать, поскольку есть регуляторы без таковых. Лампочка засветилась. Первый этап проверки регулятор прошел, и есть смысл продолжать далее. Если же у вас лампочка не засветилась, регулятор в ремонт или на выброс. С таким регулятором генератор работать не будет вообще. Следующий этап. Берем одну батарейку и плюсовой стороной касаемся минусовой клеммы аккумулятора, а к минусу батарейки касаемся нашим черным проводом. Лампочка засветилась. Второй этап проверки пройден. Берем еще одну батарейку. Соединяем последовательно с первой, как это делаю я. Минусами к плюсам. Подключаем черный провод. Лампочка не светит. Для контроля подключим через одну батарейку. Светит. А через две не светит. Этот регулятор исправен. Если же у вас светит через две, подключите третью батарейку. Если через 3 батарейки светит лампочка, генератор с таким регулятором будет давать перезаряд. Теперь таким же способом проверим второй регулятор. Концы лампочки подключаем к щеткам. Главное не перемыкать щетки между собой. Это неизбежно приведет к выходу со строя исправного регулятора. Подключаем минус. Контролька светит. Первый этап проверки регулятор прошел. Одна батарейка. Светит. 2 батарейки. Лампочка молчит. Этот регулятор исправен. Теперь, если кому интересно, поговорим о том, что это все было. Регулятор напряжения в генераторе служит исключительно для питания ротора генератора, иными словами электромагнита. Регулируя намагниченность ротора, мы изменяем напряжение на выходе генератора. Исправный регулятор пропускает через себя напряжение величиной до 14 вольт для запитки ротора. В разных регуляторах эта величина может варьироваться от 13,5 до 14,5 вольт. Если напряжение поднимается выше 14 вольт, исправный регулятор перестает пропускать через себя ток. Добавляя последовательно батарейки к аккумулятору, мы увеличивали общее напряжение и таким образом наглядно видели реакцию регулятора на рост напряжения. Это дало нам возможность оценить работоспособность реле регулятора. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых видео.